Я хотел бы с радостью представить нового участника нашего проекта, господина Артема Егорова. Он ведущий специалист известной узбекской компании Enter Engineering. И я хотел бы, предваряя нашу с вами беседу, немножко сказать о цели этого проекта. Артем, мы вас рассматриваем как очень ценный источник о личных восприятиях, персональных жизненных обстоятельствах людей вот в современных условиях. И ваш рассказ станет очень важным свидетельством о нашем времени. Ну и самое главное, о вашем отношении к этому времени. И наряду с другими рассказами других людей мы получим, мы надеемся на это, такую достаточно сложную палитру разных мнений, представлений, жизненных историй, по которым будущие историки, возможно, смогут реконструировать в какой-то степени наше с вами время и составить о нем какое-то впечатление. Так что я хотел, чтобы вы понимали, что вы участвуете в таком, ну, я бы так сказал, даже мировоззренческом проекте, который транслирует наше время в будущее. Прежде всего, я хотел бы узнать у вас, Артем, о вашей семье, о вашей жизни. Как складывалась ваша жизнь в молодости? Почему вы выбрали вот ту специальность, ту стезю, которой вы занимаетесь сегодня? Добрый день, спасибо, что спрашиваете меня этот вопрос. Да здесь, наверное, я даже не знаю, как это описать. У меня, наверное, не было такого с детства представления, что я там хочу работать на строительстве, что я там хочу там какие-то там заводы где-то строить или еще что-то. Да и, наверное, просто, как обычный классический ребенок, который там хотел играть в игрушки и в космос летать, наверное. Скорее всего, так было. Родители у меня обычные люди совершенно. То есть они оба родились в Казахстане. В Казахстане, да? Да, то есть место рождения у них Казахстан уже получается. И в какой-то момент времени уже они старше становились, они в Севастополь переехали, в Крым. И там у меня уже родители, собственно, и познакомились в Севастополе. Ну, можно сказать, что точка отсчета вот именно вот нашей семьи, вот именно меня, моего брата, мамы, папы, это уже вот как их знакомство в Севастополе было. Вот, и отец у меня военный был, и уже, получается, переехали они в Москву. Отца определили, он офицером был. Вы уже в Москве родились, да? Я уже родился в Москве, коренной да. москвич. То есть, ну, как коренной москвич, вроде как считается, что в третьем поколении, я все-таки в первом еще. Ну, вы родились, это ваш родной город. Да, это уже, по сути, я там родился, я там всю жизнь провел. В Москве я закончил там школу, мою любимую прям школу, очень люблю ее. Университет закончил. Какой? Высшая школа экономики, бакалавр. Да, я вас поздравляю, вот. Это серьезный университет. Да, факультет менеджмента, при том, что тоже очень нравилось там, всех своих сокурсников люблю, преподавателей, на самом деле. Очень хочется отметить работу с людьми, со студентами, преподаватели. Прям действительно очень много вкладывают в людей. Вот как раз этот вопрос очень интересен, Артем. Высшая школа экономики – это же относительно молодой вуз, правильно? Это порождение новой России. Да. Вы там учились, и как ваши вот впечатления, как вы оцените? Есть же традиционные, знаменитые Московский университет, там училище Баумана. И вдруг возникает совершенно новый, я знаю, наверное, самый сейчас известный и модный университет в Москве. Я периодически, бывает, конечно, слежу, смотрю вот именно за преподавателями, которые у меня лекции вели. Там, ну, бывает тоже про них статьи разные выходят, и они там свои статьи какие-то выпускают. Ну и бывает иногда периодически рейтинги университетов, конечно, смотрю, все-таки хочется так, гордость такая, что я там учился. Когда я заканчивал школу, я не могу сказать, что, опять же, у меня была какая-то определенность именно, куда я хочу поступать. Но, опять же, да, там всегда рассматривается какой-то там топовый вузы России, там МГУ, МГИМО. Да, да. И для меня тоже как-то высшая школа экономики уже вот по истечению там 11 класса она все-таки уже что-то предлагала. То есть там были факультет довузовской подготовки, они там приглашают студентов, они там ознакомливаются с программой подготовки для поступления в вузы. Но у меня был первый год, когда мы ЕГЭ сдавали. То есть, это первый год, вы первый ЕГЭшник. То есть, получается, до нас сдавали, это как пилотный такой год был, а у нас уже прям полноценный был ЕГЭ.
Кстати, вы как оцениваете? Там же споры идут большие в России по поводу этой ЕГЭ. Вот у вас опыт, как ваши сокурсники, они же все прошли эту процедуру. Да, все, абсолютно все проходили. Сейчас я не знаю, насколько вот эта вот процедура ЕГЭ, она там объективно оценивает знания, или вот на сегодняшний день я не могу никакой комментарий дать. На тот момент, на самом деле, мне показалось это очень позитивной идеей и процедура, потому что люди уже в 11 классе там определяли какой-то перечень предметов, где они уже на общегосударственном уровне сдавали, а не просто вот именно под требования определенного вуза какие-то. То есть была общая конкурсная основа, вот, где люди сдавали эти экзамены, и перечень необходимых экзаменов для вуза. Ну и, возможно, там еще какие-то были вузовские дополнительные вступительные испытания. Было трудно к нему подготавливаться. То есть очень большой перечень вопросов, перечень вообще предметов, которые нужно было сдавать. Ну, понятное дело, в основном, я уже сейчас не помню, обязательно точно это русский язык был, математика была. Еще у меня обществознание было. Обществознание, да? Да, но мне обществознание нужно было, потому что я поступал именно на факультет менеджмента Высшей школы экономики. По-моему, так было, точно не помню, не могу сказать. И, ну, по-моему, так, да. То есть у вас очень позитивное впечатление об учебе в этом вузе? Ну, как сказать, позитивная отдача от этой процедуры. Ну, стресс был, конечно, как и любой выпускник 11 класса, я прям переживал, готовился там с репетиторами. Я имею в виду уже вообще общее впечатление об учебе в Высшей школе экономики. Ну, вот мне уже 31 год, если уже так смотреть именно на опыт, именно с сегодняшним моим сознанием, то на самом деле, да, это позитивный опыт, потому что, ну, такие испытания нужно проходить людям в любом случае, нужно готовиться, нужно стрессовать, ну, в позитивном смысле этого слова. Конечно, не доводить себя там до ручки какой-то, чтобы там любой ценой там что-то сдать, сделать. А именно, ну, просто понимать, что уже как бы нам в 11 классе говорят, что типа, ну, ребят, жизнь не такая простая, нужно решать задачи, решать вопросы, и нужно к этому быть готовым. Я имею в виду, что то образование, которое вы получили в этом вузе, оно вполне конкурентоспособно, да, на международном уровне? Как бы так пояснить, потому что у меня был бакалавриат факультета менеджмента, и у меня диплом по специальности управления человеческими ресурсами была, дипломная работа. Вот. Она, да, конкурентоспособная, то есть даже когда там собеседование прохожу, там видят, что Высшая школа экономики, уже, конечно, более позитивный образ, уже там, если там куда-то это бренд уже образовательный, да, такой. Определенный бренд. Но тоже там уже тоже есть подразделения именно на какие-то там факультеты или еще что-то. Плюс еще, видите, у нас же получается очень много людей, которые, ну, у нас еще с советского периода, видимо, какой-то пережиток был, потом у нас переходный период, это 90-е годы. И, например, условно, люди, которые нанимают на работу, у них нет определенного представления о каких-то факультетах, о каких-то специальностях, там, что такое там маркетинг, что такое менеджмент именно на сегодняшний день. То есть даже когда там говоришь менеджмент, факультету такой образ складывается, это как менеджер среднего звена где-то в зале по торговле обувью. Вот сон, то есть как бы тоже нужно еще объяснять некоторым людям вот эти вот моменты, что там и управление проектами, управление человеческими ресурсами, там, управление портфелями проектов, там, финансовый менеджмент там есть, то есть вот это вот все. На сегодняшний день уже создается там образ определенных специальностей, уже стало в этом проще. Вот. Что касательно моей специальности, у меня, конечно, не было строительного образования в том самом чистом виде. Да. Вот, и приходилось, конечно, очень много осваивать на своем первом проекте. То есть, получается, я закончил Высшую школу экономики, я пошел стажироваться уже в компанию «Сибур». То есть, ух ты, это вот это знаменитый Сибур. Да. Это же очень крупная компания. Да, это очень крупная компания, мне очень повезло туда попасть, я прям очень рад, что туда попал, потому что у действительно очень сильных специалистов, профессионалов своего дела учился. И мне прям повезло, что вот туда попал. Поскольку, это серьезно, да. Да, у меня были знания по проектному управлению, то есть
получается, мне был интерес именно в управлении проектами. И так получилось, что пошел вот именно управление проектами в строительстве и в инжиниринге. И при том, что еще там не гражданское строительство, а там тяжелое промышленное строительство. Да. То есть это вообще там, мало того, что построительные знания должны быть, они еще там технологические процессы нужно знать там, определенные. Вот, и получается, я уже заканчивал 4-й курс, у меня параллельно была подготовка там к госэкзаменам, на выпускным экзаменам ко всем, и я уже пошел на стажировку именно в Сибур, в компанию, вот в сам холдинг. И, получается, параллельно вот учился и параллельно стажировался. Замечательно. Да. И вас туда пригласили или вы подали документы? Ну, я туда подавал документы уже, получается. То есть мне порекомендовали. И так получилось, что и у них как бы набор стажеров тоже был. Ну вы, я То хочу есть, там... сказать, очень смелый парень, если сразу в такую мощную компанию подали. Ну, у меня еще как бы, так сказать, наверное, семейная какая-то традиция сложилась. Просто у меня брат, он учился в Великобритании, он по-моему, архитекторская у него специальность, project manager, construction project manager у него была специальность. Вот. И отец у меня в свое время тоже работал в инжиниринговой компании. И вот, и так получилось, что вот тоже вот как бы я пошел в эту сферу. Но у меня брат, конечно, сейчас уже в сельхозсекторе работает, он не пошел в эту тему, а я получилось так, то, что я зашел туда, поработал определенное время, потом в других областях. Вам понравилась, да, эта сфера деятельности? Знаете, как сказать, у меня, наверное, знакомство с этой сферой деятельности можно разделить на 2 этапа. Потому что я не могу сказать то, что вот у меня какой-то был определенный прям страсть к этой сфере деятельности, именно в промышленное строительство там. Потому что я, наверное, вот закончил университет, мне было 22 года, и, понятное дело, нужно было как-то определяться в этой жизни, что-то было делать. Чем заниматься? Вот, я понимал, что мне нравится управление проектами, это интересное направление для меня, и была возможность именно в инжиниринговой части работать, вот в этом сегменте рынка научиться и стать уже профессионалом впоследствии. Вот, и понятное дело, то, что нужно было еще параллельно со стажировкой наверстывать знания по строительной части. Вот, и получается, у меня прям и стажировка очень насыщенная была, и уже университет я закончил, выпускные экзамены сданы, выпускной отгулял, и уже, получается, стажировка моя тоже закончилась в Сибуре, и направили меня на первый проект, это уже Нижегородская область была, город Дзержинск, мой первый проект, на котором я работал. Там тоже с замечательными людьми удалось поработать, познакомиться. И, наверное, вот самые те, вот, которые фундаментальные прям знания, которые мне по сей день помогают, они помогают мне развиваться и приходить уже на рынке что-то предлагать людям. Это вот именно там было приобретено. Очень интересно, замечательно. Вот я хочу проверить, у меня есть племянник родной, он тоже работает в этой сфере, строительной сфере. И он совсем молодой парень, и он мне сказал, что вот помимо вот этих обстоятельств, связанных с деньгами, да, это же очень важно, особенно для молодых ребят, самореализации, он испытывает огромное удовольствие от того, что что-то созидает. Это же на глазах происходит, вы же видите, как это все строится. Вот я тоже хотел об этом отметить. Вот просто у меня, например, есть опыт работы уже в других сферах деятельности. Но самое большое удовольствие вот именно от проделанной работы, оно здесь получается. То есть я когда людям рассказываю про свою работу, у них небольшой шок получается. То есть моя работа, она связана с разъездами там, условно. Это где-то крайний север мог быть, это не Москва, в общем, скажем так. А условно, когда у тебя круг общения это москвичи в основном, ну, для них это что-то непонятно. Зачем он туда ездит? Почему он туда уехал? Что там интересного вообще? Вот. И, ну, в действительности, вот сейчас уже, например, уже с тем багажом знаний и опыта, вот я сейчас вот иду на свою работу, я иду на объект, на котором я работаю, и в действительности это потрясающее чувство. Это мало того, что это ощущается мощь производственная сама по себе, и ты понимаешь, что ты в это вкладываешься, ты часть этого всего большого процесса, и ты и не просто как бы там присутствуешь, условно, ты действительно на что-то влияешь, ты помогаешь людям что-то сделать, и
ты ощущаешь важность этого Да, я мероприятия. могу представить, да, это же дополнительный какой-то все-таки фон, Да. мотивация. Да, то есть, как бы, конечно, это все хорошо, и денежная мотивация, там, и карьерного роста мотивация, и все. Но в действительности ощущение значимости твоей работы, оно тоже это одно из самых важных, наверное. Потому что даже по своему опыту могут и хорошо платить, а условно, если у тебя там работа просто в процесс одинарный превращается, уже, конечно, как-то тяжело работать даже если все хорошо, условно, там, на других фронтах работать будет. Поэтому вот это, на самом деле, само ощущение потрясающее. Может, мне просто самому нравится вот это вот прям большие объекты, где вот там большие ресурсы И они же добывающие. остаются на долгий очень период времени. Да, то есть там и большое количество людей на них работает, на этих фабриках, которые мы произвели. То есть и даже вот просто приятно, вот я там к друзьям езжу в Нижний Новгород, когда, например, получается... Показать, да, вот это вот. У нас так просто получается очень забавно и интересно. Просто, может, ребята не все мои друзья это понимают, но у меня как-то такая прям гордость, тепло за это. У нас Сапсан просто Москва-Нижний Новгород ходит. И как раз по пути уже на подъезде к Нижнему Новгороду как раз проезжаем, где у нас эта модернизация завода была, на которой я работаю, и мой первый проект. И прям видно, где там колонны эти ставили, где там вот этот вот сам завод стоит, и все. Вот так вот проезжаю, прям и рассказываю, вот смотрите, вот здесь я участвовал в работе над этим проектом. Я могу представить. И как бы по сути у меня там, стажерская позиция была, я по большей части учился. Какая разница, вы участвовали? Все равно ты чувствовал участие, это все равно приятно. Вот даже вот сейчас, вот даже когда там приезжаешь, ты все равно такое теплое чувство прям проходит внутри. И, это очень приятно, да. Очень красиво. Условно говоря, нефтяники, это тоже замечательная профессия, это всем нужно. Но это все-таки это вот там продырявили дырку в земле. Нет, этот опыт у меня тоже был. Тоже, да? Да, один из проектов, на котором я работал, это вот компания «Газпром нефтеразвитие», это мы на Крайнем Севере. На Крайнем Севере. Да, нефтедобывающий объект был. Да, это тоже, когда новые месторождения, да? Да, но мы как бы не разработкой нефти, мы строительством этих объектов занимались. Но тоже там, это такой, знаете, экспириенс был вообще, то есть это Крайний Север объект, это получается мы долетали до Нового Уренгоя, нас там на вертолет пересаживали, и мы уже вахтовым методом ездили на Крайнем Севере, там работали, пустыня снежная просто. Колоссальная закалка, наверное, все-таки психологическая. Да, знаете, просто мне, наверное, на тот момент мне было 23 года, 24 где-то так. Тебе больше интересно, чем страшно. Поэтому я это рассматривал как приключение даже больше какое-то своего рода. Вообще, это же тяжело, вот реально, это холодно очень. Ты на краю земли, там все-таки... Конечно, да, было непросто когда-то. Но ты когда начинаешь работать, ты в этом живешь, ты на это уже не обращаешь внимания. То есть это твоя норма жизни становится. Да, там прям дико холодно бывало периодами. Бывало то, что у меня там, помню, один раз вахта попала на май месяц. Это День Победы был, еще 9 мая в Москве. Я помню, сижу вахту, у меня за окном просто снегопад идет, условно. И я смотрю там передачу там с парада. Репортаж какой-то шел, люди там в шортах, майках, какой-то такого плана. Я так прям, контраст большой. Периодами, да, конечно, тяжеловато там было в плане погоды, там сильные ветры были, я помню. Мы еще жили в вагончиках таких, балках, там металлические двери, такие, как, знаете, в фильмах показывают, огромные такие замки на сейфовые. Так вот тоже бывает, открываешь и прям с дверью вот так вот прям вылетаешь наружу. Такие тоже были периоды. Но на самом деле тоже все равно как-то, даже вот эти вот тяжелые вещи какие-то были, но все равно тот период как-то с теплотой вспоминается, потому что мы же летим группой людей, по сути, и там какое-то свое общение, там вот своя субкультура какая-то формируется. Вот я хотел спросить про эту субкультуру. Это же все-таки какой-то отбор людей, которые едут в такие места работать. Это же тип каких-то людей немного, я не знаю, я не могу там сказать авантюристичных, но все-таки люди, которые легки на подъем, правильно? То есть не всякий поедет, даже будучи специалистом, которым предлагают деньги. Все равно это люди с какой-то особой психологией, готовых на испытания.
Здесь все-таки, наверное, можно и на несколько категорий даже разбить людей. Это, например, молодые специалисты, у которых там молодой дух авантюризма там присутствует. Да. Ну вот условно там может быть даже мой там случай какой-то. Приключения. Даже не то, что приключения, я все-таки карьерный рост ожидал на тот момент, поэтому это еще добавочно к этому. Там бывает и привлекают и зарубежных специалистов, наверное, даже за какие-то очень хорошие суммы, потому что там как бы нельзя сказать, что они там удовольствие какое-то испытывают, когда там находятся. Конечно. Они приехали заработать просто. Сделать свою работу, сделать качественно ее, и заработать. И есть такая вот прослойка людей, у которых это жизнь просто стала. Они работают на этих проектах, они вахтовики. У них вот этот проект закончился, они пошли на другой проект вахты работать. Это уже как образ жизни, стиль жизни уже становится. Да. Это свое общение какое-то там. То есть, там. Друг друга они все знают. Да, там даже вот я сейчас же работаю, у меня очень много вот ребят, с которыми я раньше там работал и по Сибуру. Я же вот приехал здесь, в Узбекистане, работаю, и они тут работают, оказывается, тоже. Такие перекати поле готовые вот с одного на другое. Да, то есть, как бы у нас еще и такой кластер специалистов, он не такой разнообразный, что там, получается, из-за рубежа нас тоже приглашают. Вот, и мы, нет-нет, но мы, бывает, пересекаемся на каких-то проектах. И да, вот опять же, наш просто вот проектная работа, проектная деятельность, это и сам такой стиль, он предполагает, что ты не живешь там 30 лет в одном городе каком-то, работаешь. Да. Там, как бывает, там романтизируют там люди, там, я там 30 лет проработал на этой фабрике, я делал то-то, там стал главным инженером, тут не про это. Тут ты приезжаешь на определенный период времени, ты сделал свою работу, и ты едешь дальше. Я чувствую, вам было интересно с этими людьми, да, общаться? Да, очень интересно. Просто вот именно даже вот не знаю, почему мне как-то вот с вахтовиками прям вот самый такой интересный был период. Они люди интересные сами по себе, они такие как бы, они добрые, они... При том, что такой стереотип идет, что там какая-то там недостаток образования у людей есть. Что если они там образованные, что там туда ездят? Да нет, ни в коем случае. И начитанные, и много чего обсудить там можно условно. Но все равно это как трудно словами передать, какой-то свой микроклимат уже создается. Ты мало того, что когда ты в офисе работаешь, ты по сути там с людьми там 70% времени там своей жизни там проводишь там, с понедельника. И ничего о них не знаешь практически. Да, и либо знаешь, и все равно там какие-то там приятельские взаимоотношения возникают. А тут получается вы на месяц там, смотря какая вахта, приезжаете, вы там вместе работаете, вы вместе завтракаете, вы ужинаете, вы там расселяют как-то вас всех совместно. И получается на этот месяц у вас не только вместе работа идет, у вас еще и досуг совместный. Вы там что-то там в качалочку сходили, там погуляли, сходили, там проехали, сходили, куда-то там посмотрели объект. То есть, какая-то такая связь такая более многогранная складывается уже. Мне вот ваш рассказ, мне самому захотелось оказаться, съездить вот такой, настолько вы интересно об этом рассказываете, на самом деле. Понятное дело, основное, конечно, это работа была. Но все равно очень приятно даже там было, даже например, у вас сложилось там впечатление, что там тяжелые какие-то погодные условия, там тяжело находиться. Да, там нужно медкомиссию плотную проходить, что там все со здоровьем в порядке, хорошо. Но все равно там, например, выходишь там с объекта, там можно северное сияние увидеть. Мелочи, приятно все-таки. Да. Это не мелочь. Как-то такие вот моменты, они очень важные по итогу почему-то оказываются. Даже если работа там тяжелая, там вахтовая какая-то. Это же на всю жизнь у вас впечатление. Да, это приятно, это здорово очень. Это все было в Сибуре, да, Артем? Нет, это уже я «Газпром нефтеразвитие» работал. Вы перешли из Сибура в «Газпром нефтеразвитие». Слушайте, вы все, что не называете такие мощные компании. Видите, просто вид деятельности, они схожие просто, и кластер проектов, они схожие. Это понятно, но вас-то брали туда, не всех берут. Знаете, я об этом не думал, там, кого берут, кого нет, вообще таких мыслей никогда не было. Просто там была работа, которая меня интересует, и там интересно, там, карьерные какие-то свои ожидания. И сколько вы проработали вот в этой организации «Газпром»? Там я вот как раз-таки год и проработал где-то, получается, и уже я начал подумал тосковать. Да. Все-таки, получается, я как закончил университет, я 4 года вот так вот в разъездах был. В разъездах. Да, и у меня был проект в Нижегородской области, вот, который мой первый потом был.
второй сибуровский проект, это в Тобольске был. Тобольский тоже? Да, был. И уже из Тобольска я уже в «Газпром нефтеразвитие» переехал. Это Тюменская область была, Мисаяха регион. Ну, это вот куда мы там на вертолетах ездили. Вот. И, наверное, в силу возраста все-таки такое пошло, то, что я университет закончил, и я вот так вот по разъездам хожу, и, наверное, какое-то внутреннее доля ощущения какого-то жизненного упущения, то, что там, например, у меня там друзья в Москве, у меня семья в Москве, я там смотрю, как они живут, там что-то туда сходят, сюда сходят, там какие-то вещи семейные произойдут, там праздники, там события или еще что-то. Вот, и какое-то такое стало ощущение поселяться, может быть, я что-то не то делаю. Потому что, ну, на тот момент, на самом деле, может быть, я как-то еще и по-другому на эту работу все смотрел. Такого, как бы, нельзя сказать, что там огонек на тот момент присутствовал уже там, в моей работе. Это больше меня как-то, ну, вот именно последний год он воспринимался как вот как я куда-то вот прям на крайний север еду, там, лечу на этом вертолете, там, а можно же там, условно, в городе остаться, там, что-то там штамм найти. Ну, как-то уже так не очень позитивно воспринималось. И да, уже как-то захотелось домой и стал дома уже. Ну, Сибирь вы неплохо знаете, судя по всему, все-таки много попутешествовали. Ну, получается, Сибирь-то она огромная, ее, в принципе, никто на планете не может сказать, что он ее хорошо знает. Ну, все-таки. Мне кажется, участок определенный знаю. Да. Нет, это интересные города с очень большой историей там. То есть, когда в Тобольск то же самое приехал, там я даже там не знал, что там Менделеев там родился, там царскую семью там содержали, там музей там есть, там первый Кремль вообще сибирский там был. Вот, то есть там природа, фантастика, конечно, просто. То есть, ну, я всю жизнь в Москве прожил. Мне как такому урбанистическому персонажу, можно сказать, из большого города, это, конечно, все в диковинку там было. Это и природа, и красота этой природы, и люди другие-то совершенно. То есть, как бы, да, язык у нас одинаковый, мы друг друга понимаем, но менталитет-то все-таки другой уже у людей. Конечно. И в действительности то, что у меня вот такой жизненный опыт, у меня именно пообщаться с разными абсолютно людьми в разных точках даже нашей страны, очень большой и необъятный, это, конечно, да, это опыт колоссальный был. И вот вы вернулись в Москву. Да, правильно? И я уже там искал работу. Вот, и мне повезло, я устроился в консалтинговую компанию, она тоже по строительству работ, но уже там больше именно внедрение IT-продуктов было, там BIM-моделирование было. А потом у вас... Потом был такой период, что не получалось работу найти. Вот, у меня были предложения, то есть, но у меня почему-то такая вот мысль, идея была, что вот хочу дома быть. В Москве, буду искать в Москве, буду жить в Москве, и вот прям все, наездился. Да. Вот. Но вот по моей специальности не получалось как-то зацепиться, и уже как-то, ну и самому, наверное, где-то приелось это все. И, наверное, уже такая вот то, что вот бывает, когда что-то не получается, уже и посещает мысль, наверное, может, это не твое. Может, не твое это место, здесь тебе не предназначено там быть. Ну, всякое бывало. Вот. И получилось так, по такому прям чудесному стечению обстоятельств, как-то, я не знаю, может, там карма какая-то сыграла. Я хотел остаться жить в Москве и работать в Москве. Я прям угодил в правительство Москвы. Ну, угодили. Самый центр города. То есть, как бы это даже так забавно даже получилось. Но работал я уже совершенно не по своей специальности. Вот, там, получается, в управлении, в которое я пошел работать, там, я так понял, были кадровые затруднения определенные, и там набор людей был уже. И я попал в чудесный мир госзакупок, контроль, вот, госзакупок и анализ. И, получается, я вот так вот со всеми этими разъездами, я на одном месте где-то на 3,5 года задержался. 3,5 года вы проработали в мэрии? Ну, это не мэрия, это правительство Москвы, главное контрольное управление. Можно сказать, что вы на какое-то время оказались чиновником? Нет, я не был на госслужбе. Не были чиновником, нет, все-таки? Я на госслужбе не был, я работал в учреждении самом работал, я был аналитиком просто.
Вот. Ну, там- столкнулись с этим миром чиновничества? Да я как-то не называл его чиновничеством. Ну, так скажем, государственных управленцев. Да, Это же все-таки большая разница с частной компанией. Совершенно другая разница, совершенно другой опыт. Муниципальное управление, вот это вот все. Это и своя культура общения, и свое там видение Могу там, представить. мира, каких-то там процессов. Вот я мало того, что вообще в промышленности работал, в коммерции, в коммерческом условно даже секторе, там, строительном секторе, и тут вот просто на 180 все, по сути, перевернулось. Могу представить, Да, перестроиться, конечно, не просто тоже было. Там и ритм работы свой определенно идет. Ну, то есть, как, ну, мне привычно постоянно там на работах быть, потому что там проектная работа, она там, по сути, условно, у тебя там ограниченные временные рамки, там, контрактные и проектные. То есть, там, все успеть, все сделать нужно. Ну, взаимоотношения другие совсем между людьми, субординация. Да, ну, как бы, если даже ты работаешь и в промышленной госкомпании, ну, там тоже это есть субординация, там. Ну, она другая какая-то все-таки. Да, чуть-чуть, ну, даже не чуть-чуть, она совсем другая. Все-таки муниципальное управление, там, ну, у людей, конечно, ну, свое видение уже там мира. То есть они, как мне показалось, они даже по большей части, они не с коммерческой точки зрения там смотрят на решение многих каких-то там процессных вопросов, там, условно. То есть у них нет понятия там какого-то там проектной даже там деятельности. У них там есть процесс, который они делают. Там, мы там совершенствуем город, мы там проводим такие-то улучшения, такие-то там госзакупки, там нужно исправить тот, там жилищные условия там нужно исправить. То есть, на самом деле, то, что для меня таким необычным, удивительным моментом было, это, знаете, как, ну, из той серии ты это видишь, это для тебя очевидно, но ты понимаешь, когда с этим сталкиваешься, что это для тебя все-таки непонятно было, только же сколько очевидно. То есть это какое-то гигантское количество разных служб, которые там, кто где-то там метро занимается, там еще что-то соцобеспечение, какое-то там медицина, ЖКУ, там и вот этих вот разных областей прям очень много. То есть, и по сути я работал в главном контрольном управлении, у нас контроль закупок со всех этих управлений был. И нужно было по чуть-чуть разбираться там в разных сферах. То есть там и в лекарствах нужно было понимать, но там, например, какие-то строительные там закупки проходили там на благоустройство. Мне там уже попроще чуть-чуть было, там уже что-то понимал, там и метрополитен, там какие-то свои проекты, там нужно чуть-чуть поменять, и там и Московский авиационный центр какой-то, там нужно чуть-чуть понимать. То есть это, мне на самом деле, мне это очень понравилось в том плане, то, что она процессная работа, она одинаковая, но ты когда там окунаешься в закупки, там анализ этих госзакупок идет, совершенно разные кластеры знаний нужно смотреть. И нужно много там читать в интернете, там новую какую-то информацию, где-то там что-то подучить или еще что-то. То есть здесь прям много разношерстных специальностей нужно было собирать там в одном месте. Вот, да. и такой большой плюс в этой работе был то, что такой навык приобрелся вот именно вот совершенно из разных сфер деятельности, получать информацию и какой-то там и результат выдавать уже, и какое-то свое понимание там вот, условно. Тем более Москва, это же масштабы колоссальные. Да, там, конечно... Это же государство. Ну да, государство в государстве, по сути. Колоссальные масштабы. Да, и поэтому там все-таки начинаешь потом понимать, почему там столько много служб работает. Конечно, ну, все проконтролировать, там все покрыть, это, конечно, колоссальный труд. И на самом деле тоже отдельное там спасибо людям, которые там трудятся. Да. Все-таки, ну, прям они большой объем работы Ну, делают. естественно же, цели-то разные совершенно. Вы правильно это отметили, ведь частная компания одни интересы, а государственная политика это совсем другое, конечно. Ну, я не могу сказать, что я там в какой-то большой масштабный госконтроль там. Ну, все равно. Я там в механизме определенном работал. Здесь, по сути, коммерческая организация на получение прибыли же работает. Конечно. У них первая задача. Да, а тут совсем другие цели. Здесь все-таки у людей должно быть чувство социальной ответственности все-таки, когда я в таких структурах работаю. Вот, наверное, все-таки, вот. Точка отсчета в этом все-таки, когда люди работают. Изначальная мотивация должна быть другая. Ну да, и изначально... В идеале, да, мы говорим? В идеале, да. В идеале, конечно, и
Наверное, может быть, даже люди, когда там после университета там приходят в муниципальное управление, у них другое представление, оно изначально профессиональное там мировоззрение, оно определенное формируется. То есть у меня немного другой взгляд, может быть, сложился даже с теми, кто там работал, там, например, с начала карьеры. То есть я же все-таки в другой сфере работал. Да. И я в другой поработал уже сейчас, условно. И свое там мнение какое-то сформировалось на этот счет. И уже там, наверное, вот со своей колокольни уже там на эту сферу деятельности уже начал там что-то по-другому смотреть. 3,5 года. Вы как оцените, вам это было полезно? Это очень полезно было. Я, если там 3,5 года все-таки провел, да, польза была определенная. Но я, наверное, уже на последний год работы я уже начал понимать, что это все-таки не моя работа. Да, все-таки, да. Решили уйти, да? Я не решил уйти, на самом деле, тогда. Вот, знаете, просто такая мысль контурная создается, она просто, существует. У меня просто там, например, получалось работать. Я понимал это. Если вы 3,5, конечно, получалось. Да, я пришел там, я экспертом работал, потом замначальника отдела там стал, по сути, там, и какое-то время получилось там чуть-чуть по отделам поруководить. Ну нет, вы говорите, вы были просто техничные, уже не технические, вы уже госслужащим становились. Нет, я на госслужбе... Замначальника отдела, это уже бюрократическая должность. Аналитическая уже. Ну и какая разница, это все равно это бюрократическая должность. Ну да, бюрократия там, это госструктуры там никуда. Мы нейтрально говорим бюрократия. Да. Вот, но все равно там, когда внутри люди работают, там четко есть деление на ты госслужащий либо не госслужащий. Я не внутри. Я не был госслужащим. Но для нас все, кто там, это все госслужащие. Да, это я тоже понимаю. То есть нужно тоже людям объяснять, что там не все там чиновники, люди работают. Не у всех там документы. И почему ушли? Если это не секрет, конечно. Да нет, это не секрет. На самом деле это, у меня не было намерения, у меня мысль была уже такая, то, что хочу что-то другое для себя посмотреть, потому что уже, я не хотелось там работать, не было интереса какого-то там. Я когда там работал, я четко понимал, что ей через 10 лет какая у меня работа будет. Да. Вот, если я там остаюсь, то есть ничего особенного я для себя не видел. Вот. Ну и, наверное, может быть, и определенный толчок это для себя создало, и, может быть, там, я не знаю, какой-то там внутренний авантюрист обратно проснулся. И я решил поехать в Казахстан жить. Казахстан? Вот да. Интересно. А чем вы занимались в Казахстане? Мне так повезло, я устроился к друзьям в небольшую фирму сельскохозяйственным трейдингом занималась. Вот, и, я, как уже говорил, у меня брат зерновым трейдингом занимался, и так нет, обсуждали эту работу, там что-то знал, что-то нет, вот, и, условно, я уезжал, я не знал, куда я еду, я не знал, зачем я еду. Совсем никуда? Не то, что в никуда, все-таки в Казахстане я в Алмате пробыл год, у меня там и друзья близкие были. И то есть, большое им спасибо, что приняли меня там, они поддержали меня. То есть, если бы они не помогли, я бы там, у меня даже, я не знаю, даже смоделировать ситуацию не могу. Как там откуда у вас были друзья в Казахстане? Вы с ними до этого как-то да, так получилось, что у меня мой родной брат познакомился там с одним тоже уже братишком стал. В школе они учились вместе. И так получилось, что там потом семьями начали дружить, общаться. И уже такие прям тесные взаимоотношения сформировались. И тем более это родина ваших родителей. Не Алмата, в частности, сам Казахстан, да. Можно сказать, да, такая малая родина, может, Корнева звали еще тоже. Я имею в виду психологически как-то. У нас еще такой прикол был, шутили. То есть это каждый Егоров должен пожить в Казахстане какой-то период времени. То есть у меня же брат тоже, он уже в Москве родился. И он тоже так получилось, что он универ закончил, он там в Казахстане жил 2 года, по-моему. Вот, и когда я уже приехал, надо мной шутили уже, да, каждый Егоров должен в Казахстане пожить. Вот. И я это рассматривал, знаете, условно, у меня там были какие-то свои сбережения. То есть чувствовал я себя вполне нормально. Я подумал, что все-таки вот так вот, рискнуть немного тоже так целесообразно. Поработать в новой сфере было интересно.
И было в целом интересно, но не мое. Не ваше. И вы оказались в Узбекистане. Если тоже не секрет, каким образом? Вот, как я ранее сказал, все-таки мое знакомство в 2 этапа делится с инжинирингом. Ага. У меня здесь, ну, когда заканчивал я свою работу, уже, ну, мы там люди общаемся же, все, кто работали там раньше, кто куда поехал работать, кто еще что-то. И ряд моих коллег разных там тоже рассказывали, еще что-то в Узбекистан переезжали жить, работать. Вот как раз-таки, как я понял, с года так 17-го, может 18-го начали переезжать. Тут очень много строительных проектов стало появляться в стране. Узбекистан стал приглашать зарубежных специалистов. Вот. Ну и как бы я даже когда и в Москве работал, мне там друзья там звонили, типа, ну попробуй, приезжай, здесь очень интересно, здесь как раз-таки там и планеры нужны, и работать интересно, и проекты их интересные. Вот. Но я что-то, ну, честно сказать, я как-то, когда в Москве живешь, ну, не особо. Конечно, это можно понять, да. Я, видимо, стал стареть, я стал думать, что типа на одном месте это лучше жить так. Вот. И вот до определенного момента все-таки как-то не рассматривал я этот момент. Ну, а потом как бы уже тут двойная такая ситуация пошла, то что и по большому счету я понимал, что я там домой не буду там возвращаться, там тем, чем я занимался, это, ну, не моя звезда, мягко говоря, то, что идет. И было как раз-таки предложение, ну вот компании, которые здесь работают, они как раз-таки вот в ближайших регионах там вывешивают вакансии свои. И об одной такой вакансии я узнал вот в компании, в которой я сейчас работаю. И подумал, что про себя я этим занимался, я этим умею, ну, а вдруг поеду, посмотрю, попробую для себя. И заново прям опять иду на работу с удовольствием большим. Как вот я хотел спросить, как вам впечатление? Да я, знаете, я как когда... Уже вот прошло несколько месяцев, уже у вас есть какие-то устойчивые впечатления? Устойчивые впечатления. Ну, первое впечатление, я, по сути, я 5 лет этим не занимался, где-то вот так вот. И я сейчас вернулся, и вот, наверное, может, там мышечная память какая-то или еще что-то. Да, там надо было восстанавливать кое-какие знания, но я пришел как домой, к себе обратно. Это мое, мне это нравится, мне это интересно. Я прям действительно, я с охоточкой на работу хожу, то есть вот так вот прям говорить. Вы знаете, что я вас хотел спросить? Мне это интересно и важно, как гражданину Узбекистана. У вас был опыт работы в очень крупных компаниях. Как вы оцениваете, как это, я не знаю, технологический уровень, управленческую культуру, она сильно отличается вот в Узбекистане от того, где вы работали раньше? Да, конечно, отличается. Здесь все-таки и культура у людей же другая. Все-таки, как сказать, то, что и в России, и в Узбекистане мы, по сути, выходцы одной страны, там, Советского Союза. Много времени прошло. И, по сути, мы одновременно все-таки культурно разные люди чуть-чуть. Но каких-то таких барьеров оно не ощущается. Дискомфорта у вас нет? Нет, при общении, вот, при коммуникации с людьми, при там, решении каких-то там вопросов, задач, там, ну, так, вот именно проблем с коммуникацией не ощущаются. То есть мы друг друга понимаем, мы сотрудничаем. Там. Очень нравится такое, там, у местных людей такое качество есть, даже и на профессиональном уровне. Есть там стремление помочь как-то там, условно, там люди приехали в другую страну, и они там как-то помогают, там, рассказывают там, что да как здесь лучше, куда сходить, как лучше разговаривать, там, обращаться. Там. Ну, вроде как бы дежурные моменты, но это очень помогает, когда ты осваиваешься, адаптируешься в новых для себя условиях. То есть я даже не могу сказать, что у меня какая-то там адаптация даже была ли она вообще. Да? То есть, ну, я больше, наверное, климатически привыкал. Ну, конечно, после я в минус 40 работал, да, я теперь в плюс 40 надо работать, выходить. У вас амплитуда колоссальная, конечно, климатическая. И вот больше, наверное, да, там, наверное, все-таки по сравнению там с Москвой или там с какими-то другими городами, может быть, там каких-то в бытовых каких-то вопросах, наверное, есть какие-то затруднения. Но и то даже затруднениями не назвать, это просто другое.
Понятно, понятно. То есть самое важное, оно есть. Еда потрясающе вкусная, свежие фрукты, овощи, то есть даже такого в А Москве нету. технологии? Вот сама технология строительства, все-таки мы на уровне идем? Ну, вообще технология строительства базовая, она везде, по сути, одинаковая. Там, везде одинаково льют бетон, везде одинаково армируют. Там, по сути, там, может быть, какие-то нюансы и технологическая оснащенность, как вы там говорите, там, может, там, где-нибудь какое-нибудь устройство новомодное применяют или нет. Как мне показалось, здесь действительно очень подкупает, на самом деле, амбициозность местных проектов. То есть в действительности, что большой плюс, я считаю, и для страны, как для Узбекистана, и вообще для жителей Узбекистана, то, что в действительности они очень большие молодцы, то, что они богатство своей страны понимают, и они это развивают. То есть, если вот посмотреть, сейчас на территории Узбекистана, в среднеазиатском регионе, если я не ошибаюсь, по-моему, самые крупные проекты сейчас. Да, индустриальный кластер очень развивается. То есть даже вот я в Казахстане пожил, вот в Казахстане такого нету масштаба. Я с вами согласен, я это знаю просто, да, что это действительно так, за последние годы. И люди даже, например, они стали испытывать такую вот, ну, в хорошем смысле этого слова, там, кадровый голод именно для реализации этих проектов. Это хорошо же, это значит много проектов. В хорошем смысле этого слова, то есть приглашают из-за рубежа людей. И господдержка есть этих проектов, то есть и госпрограммы, как я понял, есть. То есть у людей есть осознание своего большого потенциала, то есть и они этот потенциал очень хотят реализовать сейчас. То есть и в действительности очень даже лично хочется помочь в этом, как-то посодействовать. Скажите, Артем, много, да, экспатов вот с вами вместе работает? Я не знаю, как оценить, это много или мало. То есть просто у меня тоже такого опыта не было за рубежом работать и видеть. Ну, много зарубежных коллег. Мне показалось, что их довольно достаточно большое количество. Из каких стран? Вот то, что я работаю, и встречались и из Индии, и из Турции, из России, из Украины, из Белоруссии, есть из Ирана тоже есть специалисты. Ну и зарубежные компании крупные, там типа Wood, Worley Parsons, они тоже приезжают, работают на проектах. То есть там даже специалисты со Штатов, я так, ну, слышал, сам не видел, есть и из Канады, со Штатов есть. То есть проекты большие и прям такое массовое вовлечение требует. И вновь вернулось вам это чувство созидания, да, вы видите? Да, это, ну, просто у меня офис, и у меня прямо из окна в офисе я вижу, что строю, по сути, сижу. Я на площадке работаю. То есть прям непосредственно, да? Да, на площадке. Вот, и прям каждое утро прям хожу с удовольствием. Я уже на подъезде там к объекту вижу, как там что-то строится. Если не секрет, а что вы строите? Медно-обогатительная фабрика. Да, я слышал об этом. Это очень крупный проект. Это президент приезжал, открывал этот проект. Там очень большое количество рабочих мест планируется создать. Ну и выработка ресурса большая планируется. Да, я знаю, да, о чем вы говорите. Я даже видел, ну, правда, еще в прошлом году, но у меня уже тогда поразил масштаб подготовительных даже работ. Да, то есть в этом плане я прям супер позитивно прям к этому отнесся. И, ну, и опять же для себя увидел возможность, то есть и могу дальше развиться в этой. Я когда шел на беседу с вами, я думал, что у вас явно должен быть какой-то стресс. Все-таки вы человек из Москвы, живете в Алмалыке. Но после того, как вы рассказали о вашей сибирской эпопее, я понял, что для вас совсем не проблема перемещаться. Но все же, мы немножко об этом с вами говорили, но все-таки в Узбекистане благоприятный климат для вот людей, которые приезжают сюда на работу, да? Даже в сравнении с Казахстаном. Вы мне говорили. В целом-то и человеческий такой фактор, и в Казахстане он тоже благоприятный. То есть я имею в виду чисто вот эти бюрократические, юридические процедуры. В Узбекистане проще. Проще, правда, чем в Казахстане, да. То есть там, ну, тоже, наверное, может быть, политику страны можно понять, все-таки большой наплыв мигрантов был. И видите, каждая страна там свою политику вырабатывает какую-то. Но в Узбекистане намного проще было в этом плане. То есть
Я сразу приехал, я в течение там, первой недели все За необходимые... неделю вы легализовались. Это в течение недели, мне кажется, там, может быть, даже дней за 5 я уже легализовался полностью. То Меня есть, это очень радует, то есть, что так быстро можно квалифицированных людей устроиться, оформиться, получить необходимые все. То есть, как бы страна сама заинтересована в приглашении людей сюда. То есть это тоже большой плюс, и тоже, когда я решал сюда ехать, это тоже сыграло свою роль на моем решении. Вот. Ну, уже само обустройство, как бы, как сказать, стресс он всегда остается определенный. У тебя просто с возрастом отношение к стрессу меняется. Вот. Ну, уже, да, опыт переездов был. Я там не могу сказать, что мне там нужно там в вагон чего-то своей жизни какой-то перевозить вместе с собой. Там собрал чемодан, приехал. И как вы сейчас в перспективах, вы хотите продолжать работать? Да? Ну, мне очень интересно. Конечно, я не знаю, что там еще через год, через 2, через 3 года. Что загадывать, конечно, нельзя. Да. Но пока вы... На сегодняшний день мне интересно, мне нравится, и хочу дальше работать просто. Замечательно. Вы знаете, о чем я еще хотел спросить? Мы уже заканчиваем нашу беседу. Все-таки вы не айтишник, но вы соприкасались с этим миром профессионально, да? Немного, да. Изучали. Мне всегда интересно, это же такая очень передовая сейчас такая отрасль человеческого развития, если так можно сказать. Вы не боитесь искусственного интеллекта и нейросетей? Илон Маск сказал, да, что это нужно опасаться. Мне всегда интересно людей, которые вот внутри этого, они этого не боятся? Ну, знаете, я еще в период там в правительстве Москвы, когда работал, там же тоже эти проекты были с воздействием там этого искусственного интеллекта, работа была. Не, ну в целом я как бы такой паники не хочу наводить, паники не испытываю, но вот когда Илон Маск сказал, что типа в один прекрасный день он решит, что из людей отличные зубочистки будут получаться, конечно, ну я думаю, что доля правды в этом есть. То есть и то, что там я слышал, то, что там петицию собирали о приостановке развития этих технологий, чтобы понять вообще потенциал, там риски все прикинуть. Ну вы знаете, что пугает? Стремительность. Просто колоссальные темпы развития этих технологий. Чем человек больше развивается, тем он быстрее идет. Если вы обратите внимание, то где-то с района 50-х, 60-х годов темпы развития, они сумасшедшие становятся. Да, абсолютно. То есть уже мы буквально в начале века еще кнопочными телефонами пользовались. Вы не подумайте, мне 59 лет, я уже пережил 3 или 4 технологических революции. То есть полная смена технологий. Да. То есть, ну, мне 31 год, там, я уже вот ребят 15-летних, мне тоже с ними уже как-то это конкурировать становится тяжелее именно в технологическом понимании. Ну, будем надеяться, да, что все это... Ну, я просто к этому, это определенный этап развития человечества. Это уже всем очевидно, что это неизбежно, это развитие. Конечно. Лишь бы он не был финальным, а остальное все. Финально все, что угодно может быть. И будет когда-то. Ну, это да. Артем, спасибо вам большое за ваше согласие, за вашу беседу. Я желаю вам успехов. Был очень рад с вами побеседовать. Было очень интересно. Спасибо, очень приятно. Всего доброго.